Здравствуйте! Кто впервые на моем канале, меня зовут Олеся, я живу в Новой Зеландии. Это видео я делаю в дополнение к моему предыдущему видео об адаптации к новой стране. Я решила сделать это дополнение в связи с тем, что я получила несколько комментариев с просьбой о том, чтобы включить в видео свой личный опыт. Поэтому я попросила своего супруга рассказать его опыт прохождения этого культурного шока. Ну и также я расскажу свои трудности. Хочу представить, это мой муж, зовут Павел. Паша, представься, пожалуйста. Добрый вечер, Павел. Что нового могу еще сказать? Женаты мы 22 года, познакомились где-то 25 лет примерно назад, когда учились в Академии ветмедицины. Учились несколько в разное время. Я учился в аспирантуре, защищал диссертацию. Олеся тогда заканчивала ветакадемию. И вот как-то мы в студенческом обществе, как говорится, познакомились, пообщались. Ну вот, и в результате все пришло к организации ячейки общества. Скажу сразу, что у нас разные с Пашей были мотивы приезда. Я очень сильно хотела уехать, то есть это была моя идея давно. Фикс. Вначале, да, я хотела уехать в Шотландию, но так получилось, что вот, в общем, в Новой Зеландии я делала на эту тему видео, поэтому я не буду повторяться. Но мне кажется, это важный вопрос, рассказать, что у нас с Пашей были разные мотивации приехать. То есть у меня была мотивация уехать из страны. Ну, а Паша, расскажи свою мотивацию тоже. У меня такого мотива не было. Я не собирался из страны уезжать. Но однако, что оказалось в итоге сюрпризом для меня, да, семья моя оказалась в Новой Зеландии, сын учился на 2 страны, и то в России, то в Новой Зеландии. И в итоге, конечно же, семья должна существовать вместе, и я принял решение, закрыл занятия мои и работу, которая была в России, и приехал к семье в Новую Зеландию, где осваиваюсь до сих пор. Ну, спасибо тебе, что приехала. И, в общем, мы столько лет уже вместе, и было разное время в нашей жизни, и мы, в общем, было и сложное время, но мы по сей день вместе, как бы ребенка вырастили, купили дом вместе. Я, например, очень счастлива, что наша семья не распалась. Что касается, значит, вот аспекты, о которых я говорила, вот этого культурного шока, давайте мы пройдемся по вот этим аспектам. Их 6 аспектов. И оба мы с Пашей скажем свое мнение, был ли у нас вот этот вот, эти факторы в нашей жизни или не было во время адаптации. Значит, первый аспект такой. Напряжение из-за усилий, прилагаемых человеком для достижения психологической адаптации. Напряжение было. Я свое мнение давай скажу. ты, наверное, первый начинай. Напряжение было. Для меня оно было, время, первый год-два было достаточно тяжело, потому что языка я не знал совсем. Новая работа, новые знакомства, абсолютно новое общество, новые законы. И если по 10-бальной шкале оценивать, то это где-то было 11, наверное. И так продолжалось года 2. Сейчас, спустя то время, как я нахожусь в Новой Зеландии, наверное, осталось 5. Наверное, где-то в середине пути. Я, правда, не знаю, когда он закончится, этот путь. Посмотрим. Что касается меня, напряжение, я очень хорошо подготовилась перед тем, как я поехала. То есть я много лет об этом думала, и мотивация была очень такая, скажем, выраженная у меня, поэтому к напряжению я была готова, и я не могу оценить, сказать, что вот это какое-то что-то такое, что я не ожидала. Нет, этот вопрос, не ко мне. То есть я к этому была готова и не могу сказать об этом. Второй вопрос. Чувство потери из-за утраты друзей, положение в обществе, профессии, собственности. Друзья, да. Друзья не утратились. Остались как раз те самые верные, которые должны были остаться. И мы до сих пор общаемся. И новые появились. Немного, но появились и настоящие. Положение в обществе. Новая Зеландия несколько более демократична.
оказалось, да, и премьер-министр здесь может кататься в автобусе и прочее, да. И тут вопрос уже самоощущения себя и действительно самореализации, успешности в бизнесе, в работе и так далее. По поводу собственности, расставаться с ней жалко, безусловно, было и то, что в России и так далее, потому что себя ассоциируешь с этой собственностью. Но это не было сожаление бесконечное какое-то, это было, ну, понимание необходимости было. Но здесь сейчас есть свой дом, и, конечно же, воспринимается действительность несколько легче, когда ты можешь в этот дом приходить. Ну, что касается чувства потери из-за утраты друзей, у меня не было ни разу, потому что я с друзьями связи не теряла. Я с друзьями, со своими, со всеми, с которыми я, даже кто меня помнит маленькой, кто с кем я училась в школе, работала, в общем, со всеми я поддерживаю связь. Чаще всего я инициатор этих отношений, я пишу, звоню, я знаю, что у кого происходит. И точно так же с родственниками. Я не теряю связь ни со своими старыми друзьями, но и также мы приобрели здесь новых друзей. Вот вы меня спрашивали видео, где я в Австралии со своими подругами, где я с ними познакомилась. Вот я пользуюсь своим сейчас возможностью. Хочу сказать, что вот благодаря Павлу я познакомилась с этой компанией, с девушками. Это мои коллеги, да, я играю с ними в одном театре, и как-то вот Олеся приходила на наши спектакли, и в результате появились у Олеси новые подруги. Ну, да, но у меня также были, то есть, я скажу, это важная такая, наверное, составляющая, когда я только приехала первый раз с сыном сюда, в Новую Зеландию, мы познакомились с парой, вот Ирина и Леонид, спасибо, они мои подписчики, и я знаю, что они меня будут смотреть, я вас люблю. Значит, мы с ними познакомились, ну, практически вот с первых дней. Ирина, потому что была консультантом вот в школе английского языка, она за нами там присматривала, и так получилось, что мы с ней сдружились, и мне очень сильно помогла эта наша с ней дружба, поскольку мы по сей день очень дружим, встречаем Новый год вместе, у нас теплые, хорошие такие отношения. Но в тот момент она мне позволила почувствовать себя все-таки здесь, в Новой Зеландии, как дома. Она как проводник была такая вот в эту страну для меня. Что касается положения в обществе, профессии и собственности, здесь я хочу сказать следующее, что положение в обществе и профессии я целенаправленно поставила просто такой приоритет – это собственность. Мы, когда купили дом, мы понимали, что нам придется работать для этого, потому что нам нужно выплачивать ипотеку. И если бы я шла бы, подтверждала бы врача, мы бы не купили бы дом. Работать приходится много. Да, работать приходится много. Ну и даже если я думала, например, ну вот даже если я врач ветеринарный здесь, в Новой Зеландии, я уже в одном из видео говорила, что я настолько устала от этой индустрии, что я просто устала. И поэтому я даже не видела как бы возможности, что ли, как бы себя как-то давить, говорит, давай, будь врачом. Не было желания такого. Ну и потом так уж получилось, что мы купили дом. Когда у тебя есть собственность в новой стране, это 100% тебя заземляет, дает тебе ощущение какой-то стабильности, безопасности. Ну и это, конечно, очень здорово. Мне, во всяком случае, помогло чувствовать себя, опять же, как 100% как дома. Много говорю я. Каламбур. Так, третий вопрос. Нарушение ролевых ожиданий, чувство самоидентификации. Сложный вопрос, но я бы его, наверное, переиначил несколько. Назвал бы не нарушение, а изменение ролевых ожиданий. Потому что это абсолютно неизбежно. Ну, скажи, Олесь. Ну, да, у нас, с твоей точки зрения. Да, у нас такая вышла ситуация, и я знаю, что это многие семьи испытывают эту проблему, когда люди уезжают не в одно и то же время. Более 90% семей при миграции распадается. Да, это где ты такой взял статистику? На самом деле там 93%. Ну вот. Ну, в общем, понимаете, дело в том, что я уехала первая.
И за это время, конечно, я уже более-менее адаптировалась здесь, в Новой Зеландии. Паша приехал чуть позже. И поскольку подавались по мне на резидентство, то мне пришлось въехать во все вот эти бюрократические вопросы и это тащить на себе. Когда в России, когда мы жили, Паша всеми этими вопросами занимался, налогообложением, всякими вычетами и так далее. И здесь получилось, что мы поменялись ролями, поскольку Паша приехал, и у него было много других областей, на которых нужно было обратить внимание, то есть это было много стресса, адаптации. Ну, потом еще раз повторюсь, что у нас мотивация разная была, мы не можем на равных выступать. И, конечно, здесь мы поменялись ролями, и потребовалось время, чтобы все вот это изменить и, ну, повернуть корабль в том направлении, что ли. Что касается чувства самоидентификации, ну вот чувство самоидентификации, я понимаю, это как бы принадлежность к группе, да. Ну, этого у меня я не сильно замечала. То есть, социуму. Да, я не могу сказать. Я, поскольку работала сразу здесь, ну, у нас были какие-то тут вечно какие-то там и тусовки здесь. И потом я ходила, у меня было много хобби. Я все время с кем-то знакомилась вот на Зумбе. Помнишь, у меня были такие огромные... Потом Новая Зеландия страна иммигрантов, и здесь нету одной группы. Да, нету такой государственно образующей нации одной. Здесь очень много именно таких взаимодействующих, постоянно взаимопроникающих национальных групп. Да, ну, то есть как бы этого не было. Но чувство потери себя, это было. И вот мы с Пашей говорили как раз, скажи немножечко, Паш, по поводу... Чувство потери? Ну да, чувство потери, как бы что это за... Потому что у нас одно мнение. Если ты о потере себя ты имеешь в виду? Ну да, потеря себя, но не потеря, а как бы апгрейд. Я бы выразился по-другому. Это не потеря себя, а поиск себя. Потому что если ты переезжаешь в другую страну, в другое измерение, фактически существуешь ты не можешь существовать по тем лекалам, по тем правилам, по которым ты жил раньше. Я не имею в виду фундаментальные принципы существования и этику, да, а имею в виду, может быть, профессию твою, окружение твое, законы и так далее. Это все меняется, меняешь и ты. Если ты не изменишься, значит, наверное, в этом мире ты жить не сможешь. Ты просто не интегрируешься. Да? Будешь как в этом пузыре. И примеров этому масса есть. Ну да. Ну, то есть у нас, в принципе, не то, что потеря себя была, это было просто обновление операционной системы. Мы были более... привыкали к новому обществу, понимали, как оно работает, и меняли свои... Я бы сказал, не в прошедшем времени, а и меняется. Это процесс перманентный. Меняемся все время. Постоянно. Меняем все время. Так, 4-й вопрос. Тревога, переходящая в негодование и отвращение после осознания культурных различий. Отвращения не было, негодования не было, было удивление, ну и неприятие некоторых вещей тоже. Да. Но это отдельный длинный разговор, да, потому что если все не так, как ты привык с детства, ну, наверное, это принять непросто сначала. Общество здесь, в Новой Зеландии, оно по своим правилам существует, да. Ну, у меня было немножечко такое отвращение, ну, не то, что отвращение, негодование. Ну, да, я бы, наверное, отвращение такое было, сейчас скажу, когда я узнала, что кошки являются здесь вредители. И в связи с тем, что это островное государство, птичий остров, и кошки являются хищниками, которые нападают на птиц, особенно те, которые не могут летать, вот типа киви, еще есть у них попугаи, такахи, то есть те птицы, которые местные птицы, а коты, они привезенные, то есть они как бы нарушают экосистему. Для меня это был такой шок, вот серьезно. Но потом, когда я в это во все, ну, более-менее поняла, почему они это делают. И я сделаю для этого видео специально, потому что не хочу сейчас долго об этом говорить. Но у Паши было такое с кострами, да, с этими... Я люблю рыбалку, да, и здесь правила несколько иные, и лицензию нужно покупать, и не везде можно останавливаться, не везде можно рыбу ловить, далеко не везде, ну вот, и прочее и тому подобное. Ну, это их правила.
Да, здесь Даже- они создали такую страну с такой природой уникальной просто. Да, это тоже меняется. Так, номер 5. Чувство одиночества, отверженности в новой культуре, которая может модифицироваться в отрицании этой культуры. Если говорить взаимоотношения в обществе, то опять-таки в Новой Зеландии, наверное, это мягкий вариант, да, потому что это иммигрантская страна, все-таки страна иммигрантов. И здесь каких-то чудовищных или отвратительных форм новая культура, новые взаимоотношения в обществе не приобретает. А чувство одиночества было у тебя? Чувство одиночества. Ну, есть семья, есть много знакомых и друзья. Главное, чтобы занятие было. Тогда чувство одиночества не появляется. Ну, у меня чувства одиночества не было. Ну, не было. Ну, как бы, потому что семья. Я думаю, что в связи с Семья. этим... Если да. живешь один, Если бы один, наверное... Потому да, что и, немножко... и в празднике и знакомых нету, Ну, да. и девушки нету. Да. Ну, У меня сестренки нет. наверное, у меня братишки нет, да. Наверное, тяжело, да, и чувство одиночества. Но это, кстати, это может быть и не только за границей, Да. в эмиграции. Чувство одиночества тогда будет в любой стране. Но у них, конечно, есть такая тема, что они не каждый день вот так общаются, как мы, вот, да, то есть... Да, так близко, как в так России, близко, да, то есть... не сходятся местные друг с другом, даже если ты родился здесь. Так, чувство последнее у нас. Чувство собственной неполноценности из-за неспособности справиться с текущей ситуацией, окружающей обстановкой. Начнем с того, что такой способности, в принципе, ни у кого нету, чтобы справиться с окружающей обстановкой. Это иллюзия. А вот чувство, скажем так, невозможности контролировать хоть что-то, да, или, я бы сказал, даже масса усилий, которые к этому прилагаются. Да, это присутствует, но в основном из-за того, что трудности именно языковые. Потому что жить в Новой Зеландии проще гораздо. Я имею в виду бюрократические препоны, оформление документов и прочее и тому подобное. У меня чувство неполноценности выражено было очень, скажем, то есть вначале я приехала... Ты про Новую Зеландию сейчас говоришь? Да. Продолжаем. Нет, ну чувство собственной неполноценности из-за неспособности... Да, у меня было, абсолютно. Я приехала с настроением, что я здесь вообще сверну горы, быстренько сделаю врача, такая вся прямо я профессионал, и все будет хорошо, выучу язык. На деле не вышло так. Я приехала с нормальной самооценкой, ну так, более-менее. Хотя я думаю, что у меня всегда какие-то проблемы были. Это, кстати, особенность Новой Зеландии, потому что здесь стремятся растить своих специалистов и подтверждать квалификации достаточно тяжело. Да, ну это правильно, потому что да, у них другая система, другая система. Да. Даже банально, вот и система другая, да. Который у меня, сейчас я скажу. Это ты потом. Думаешь? Про отит потом, да. Ну ладно, хорошо, не буду. Но, в общем, да, я очень стала часто сомневаться в себе, потому что думаешь, господи, столько, вроде бы как казалось, что это правда, а оказывается, что нет. Банально лампочку не могла закрутить, потому что здесь лампочка другая. То есть каждые какие-то мелочи я стала в себе сомневаться. То есть мне пришлось работать над собой, когда я порефлексировала и поняла, что это, реально, это самооценка моя. То я работала с психологом, да, я как что бы поднимала. Лампочка? Водоворот, когда уходит вода в раковине в другую сторону. Да. Вот. Ну ладно, друзья, в общем, мы сделали, Паша, это с тобой, молодцы мы. Я надеюсь, что мы ответили на эти вопросы, и те зрители, которые задавали эти вопросы, все-таки получили ответы от нас. И большое спасибо, что с нами были. Если вы сейчас находитесь в этом периоде, вы не одни, это все проходит. Главное, двигаться, все пройдет. Двигаться вперед. Всего вам доброго и до новых встреч. Пока. Дорогие друзья.